Как говорится, понедельник день тяжелый. Начало недели, и все спешат на работу. Нам ехать в одну сторону только к проектам 112 километров. И плюс еще надо там работать на 2 проектах и обратно. Так что вперед! Я за последние 2 недели был в командировке. Ехал в Барген и там работал. Сейчас как вернулся, как будто вернулся из отпуска. Сейчас посмотрим, как я буду наслаждаться работой здесь. Но я очень надеюсь, что с приходом весны, с хорошей погодой и работа пойдет лучше. Я очень на это надеюсь. Короче, пока еду в этой нудной пробке, объясню, короче, вкратце, что меня ожидает сегодня. Короче, у одного клиента надо будет поменять желоб на крышу. Когда монтировали пергулу ребята, прикрыли снизу между коробкой или софитами дома и продуктом жестянкой или... не знаю, как это, забыл, как это на русский, бляха. И, короче, ребята прикрутили снизу эту бляху прямо в желобь, и саморезы, короче, торчат внутри там этого желобя. Они засиликонировали, но, видимо, что не так хорошо, и начала протекать вода вовнутрь. Хозяину, или хозяйке, точнее сказать, не нравится это уже спустя время, и она хочет, чтобы кто-то, и меня направили туда, чтобы заменить полностью всю эту ерунду. Так что я получил некоторые видео, фото, точнее сказать, как это все выглядит. И я еду ни с чем сначала, еду туда смотреть, беру замеры на все, и потом еду по окрестности, чтобы искать жестянщика, и с магазина Монтер или Макс купить желобь и поставить сначала желобь вместо старого, и потом прикручивать вот эту жестянку, или, короче, вы поняли, да? И есть еще один клиент, который тоже тот же город, потому что я, короче, еду в Есхайм. Это за Осло, это очень близко к аэропорту Гардемон. Я думаю, что многие знают. Если кто-то не знает, это самый большой аэропорт в районе Осло. Есть еще один аэропорт, это в Торп. Но он считается как Осло-Торп, но он сам в Вестволд находится. Короче. Ой, надоела мне эта пробка. Хочу сразу начинать с утра работать, чтобы силы, так сказать, нахлынули. А так в этой пробке 2 часа ехать, еще солнце светит прямо в лобаш. Лобовую на машине, и нудно становится, но ничего. Сейчас, короче, доедем до Осло, и уже с Осло до Гардемона там будет легче, потому что оттуда уже обратно едет пробка или едут люди на работу. Не зря я сказал, что как приехал с Бергена, как будто приехал с отпуска. Я там тоже в пробках стоял, но что-то как будто там рассасывалось побыстрее. Там больше мостов, больше съездов, не знаю, как-то по-другому. А здесь одна трасса едет, короче, прямо в Осло, в центр, и она конкретно забита, просто конкретно. И с утра все просто тупят как будто. Особенно норвежцы, они люди такие, что когда им надо на работу с утра, они только делают вид, что спешат на работу. Допустим, если есть ограничение скорости 80 на трассе, и ты
едешь 70 по правой стороне. Вот они перестраиваются сзади тебя, и они едут 70. И, допустим, если кто-то тебя хочет обогнать, он обгоняет, короче, только на 2 километра больше. То есть не едет 80, а 72, допустим. И создает сзади пробку. Короче, менталитет совсем другой здесь, не знаю. Я сам с Одесской области, и когда я часто ездил, короче, именно в Одессу, в городе, по работе, там часто ездил на спринтере большом, с грузом даже. Там, короче, трафик конкретный, обезбашенный. Я нигде в Украине не ездил так, как там, допустим. Ну, там есть пробки, да, в час пик. Но в основном люди все, короче, спешат, гоняют, там, как говорят, шашкуют. Короче, там люди думают, как обойти, допустим, все эти стоячие пробки. А здесь как будто принципиально их создают, чтобы труднее дойти до работы и говорить, допустим, начальству: ну не, я в пробке стоял. Короче, так. Итак, как я говорил, вот эта жестянка, которая прикрывает снизу, короче, видите, сразу закручена самореза прямо в желобь. Сейчас я пойду сверху и покажу, как есть. Не, в общем, выглядит очень прикольно. Ребята смонтировали очень хорошо. Просто единственный минус, вот оно. И здесь из-за грязи силикон, короче, плохо держится, даже крутится в некоторых местах. Вот так. Короче, взял лезвием и срезал этот силикон, который находится между желобом и этим нашим продуктом. Сейчас снизу сниму этот металл, что прикрывает этот желобь, и попробую раскрутить и снять. Хочу сначала снять, перед тем, как уже поехать и заказать другой, чтобы взять размер на ширину. Вроде бы он идет стандартный, но мало ли, чтобы потом не ошибиться. Я не люблю работать дважды или делать ту же работу дважды. Так что хочу с первого раза, чтобы все было хорошо. Несмотря на то, что типа солнце, выглядит все так прикольно, красиво. Но немножко свежо. На улице плюс 5 градусов. Посмотрим, что будет после обеда. Обычно после обеда становится теплее.
Не скажу, что плохо сделано. На самом деле было хорошо сделано. Только один минус, что просто закрутили эти саморезы прямо в желобь. Если бы не это, все бы сработало отлично. Так что, к сожалению, все это надо будет снять и заменить. И это стоит недешево. Короче, все это надо будет снять сверху. Надо будет отодвинуть первый ряд черепицы. И потом снять этот металл, что идет из-под черепицы в желобь. И потом вынуть этот желобь вверх. А то другого варианта у меня нет. Это, к сожалению, не будет уж так легко. Вот этот первый ряд надо будет снять, чтобы добраться вот до этого металла. Здесь уже видно крепления. Сейчас мы их разожмем вот так. Что не фокусируется. Вот так сделаю все подряд и попробую выколупывать его. Короче, я думал снять вот эти заглушки, чтобы сэкономить немножко денег. Они очень хорошо засиликонированы. Если я попробую их оторвать, они просто потеряют свою форму. Побрался немножко, чтобы было поприятнее работать и чтобы клиент был довольный. Итак, у нас здесь уже все открыто. Сейчас возьму тот же самый размер, что и был здесь на этом металле, и на этот желобь. Идентично. И, наверное, еще один силикон возьму, чтобы засиликонировать и сделать все по красоте. Так что погнали. Короче, у нас там было 17, вроде бы как 17 и где-то 1 сантиметр. Здесь у нас идет 2 сантиметра, но здесь можно сделать больше. Сейчас должен думать немножко, как это сделать так, чтобы когда я буду, короче, закручивать вверх, чтобы оно как бы держалось. Я могу просто сделать ровную площадь, чтобы просто прикрыть
и закрутить саморезами как на софиты, так и на этот алюминиевую балку, что здесь и держит сам продукт сбоку. Потому что там, короче, можно закрутить и саморезы только 16 миллиметров и не больше, чтобы не пройти сквозь желобя вот самого этого черного, короче. И так будет на самом деле легче и лучше. И для обслуживания, и для всего. И вероятность, что потечет опять, короче, я думаю, что не будет. Но в этом случае надо будет сделать еще один металл такой, который будет прикрывать сверху, чтобы пошел желудь. Короче, посмотрим, если получится таким же размером здесь все оформить, поставить заново этот желудь на свое место. Я забыл взять размер ширины. Ширина у нас желобя, грубо говоря, 14,3 что ли. Смотрим. Такой. Где-то 7. Короче, думаю, чтобы поставить просто так. Вот так здесь. И закрутиться, короче, здесь и здесь. Здесь могу закрутиться я только в эту штуку. Именно в этот угловой. Здесь только одна стена. Если я пройдусь здесь насквозь, будет плохо. Так что здесь будет только силикон. А здесь могу засверлиться где-то. То есть закрутить где-то вот так саморез на 16 миллиметров. И все будет хорошо. Думаю, что так будет и проще, и лучше. Но посмотрим. Короче, беру размер заново. Оттуда от этой штуки будет у нас 3,10. И вот так где-то там, ну, допустим, 4 сантиметра туда. Допустим, 22. Короче, будет у нас металл выглядеть так. Вот так, вот так и вот так. Это, конечно, будет плотно здесь. Но где-то здесь 1 сантиметр. 1. Сколько я там говорил? 22. Вот так. И здесь у нас будет цвет черный мат. Короче, сейчас найду по карте, по Google Maps, этот жестянщика. Посмотрю Blick in Schlager. Пойду и дам размеры, чтобы он это изготовил. И попрошу, чтобы это было как можно быстрее. Если это возьмет где-то от получаса до часа, тогда в это время я быстро съезжу в строительный магазин и куплю этот желудь с заглушками, чтобы поставить обратно. И уже на обратном пути возьму и этот металл, чтобы не забыть и силикон. И, скорее всего, тоже пену. Я не уверен, если у меня еще есть пена, чтобы так же самое задуть по бокам, потому что я, как вижу, здесь ребята сдули по бокам из-за того, что сами крепления вот желобя, они сбоку срезали, там, где желудь просто держится вот так крюком. И чтобы не мешало им, допустим, когда они будут силиконировать. И вместо этого они подперли, что ли, этой пеной. И как бы с одной стороны это хорошо и неплохо сделано. И может быть я попробую таким же макаром все это оформить. Оставлю так свой инструмент. Я надеюсь, что никого это не соблазнит. Вроде бы закрыл. Все, короче, нашел этот жестянщик. Он находится где-то в 15 минутах отсюда. И по дороге заскочу на заправку.
схожу и возьму себе тоже кофе. И может быть какой-то завтрак, что-то похавать надо. И потом еду туда. Короче, приехал сюда, но здесь никого нет. Позвонил, короче, им, и мужик сказал, что придет через 10 минут. Там у них есть такие гильотины, станки. Какие штуки здесь вытворяют ребята. И то, что типа нам надо. Четыре метра. Надо будет отрезать тут немножко. Изначально взял этот, но потом заметил, что вот и вот. А этот и вот здесь рядом находится, к примеру, кронштейны, углы, соединительные муфты, как черные, так и белые. О, вот всякие такие. У этого не было такого, конечно. Но 155 крон. Всякие вот такие муфты. Кронштейн. И заглушки. Вот белые. И вот черные. Возьму два. Примерим визуально так. Короче, вроде бы нормально. Короче, быстро справился со всем. Этот, как его там, жестянщик, его гараж находится не так далеко отсюда. То, что мне нравится здесь в Норвегии, что обычно вот такие склады, магазины, они находятся по одной линии или на одной улице почти всегда, Выходит так, что обычно это называется Industrivegen. И по моему опыту, во многих коммунах, где вот такие есть склады, или Idrettsveien, или Industrivegen. Короче, все уже поставил на крышу этот желудь, застроповал его и едем монтировать его. Короче, все-таки думаю, эти, несмотря на то, что у них есть резинка здесь уплотнительный, я все равно дам еще и силикон. И тот металл я буду вот крутить на таких саморезах, что я говорил. Компания Верт 16 миллиметров.
Сейчас, короче, надо вымерить вот это отверстие под слив и то же самое отрезать там. Короче, напилил вот такой крест. И сейчас буду разгибать это вниз. Как по мне, я думаю, что пойдет. Я еще не засиликонировал эти крышки, поскольку я думаю, что сначала поставлю их здесь наверху на месте, поставлю желоб на месте и уже по месту буду силиконировать, потому что по сторонам тоже надо будет силиконировать. Если я его сейчас засиликонирую, буду, короче, замазанный руками, и я такой не люблю. Так что уже по месту поставлю, четко засиликонирую. И посмотрим, каков будет результат. Вы что думаете? Пойдет такое? Конечно, всегда есть к чему стремиться лучше. Можно было еще намного лучше сделать. Но, как думаете, допустим, смотря на то, каким был раньше желудь, и как сейчас он есть. Хотя ничего не буду говорить наперед. Посмотрим, как будет по итогу. Короче, вроде бы так. Поставил я уже на место. Отверстие стоит вот так. Перед тем, как делать что-то дальше, я должен убедиться в том, что хотя бы есть более-менее стек именно в эту трубу. Потому что если он будет слишком ровным, несмотря на то, что будет засиликонировано, если вода останется здесь в желобе, она по-любому найдет какие-то другие щели и начнет течь с другой стороны. И я не думаю, что это будет целесообразно, раз я разобрал до такой степени все это. Так что сейчас поставлю лазер и проверю, если есть стек. Короче, стек все-таки есть, и это хорошо. Короче, засиликонировал я себя нормальненько. И даже
Прошелся немножко по этой стороне. Вот где-то до сюда. Здесь, конечно, щель побольше. Это если вдруг пойдет как-то снег сзади этой, чтобы там вода, короче, не пошла, потому что здесь она не герметичная, это просто, знаете, так вот так срезано и повернуто в сторону. Но как бы дерево и металл это такое. Я стараюсь сделать максимально как можно лучше, но уже посмотрим, как будет. С моей стороны я хочу, чтобы совесть была чиста. Короче, как начал говорить про совесть. Совесть такая, слушай, ты просто так не делай. И взял и, короче, и засиликонировал полностью и с этой стороны. Там пошло намного больше силикона. Вот, в принципе, и все здесь наверху. Сейчас спускаю все вниз и начинаю закручивать снизу, короче, чтобы прикрыть этим металлом все. Короче, вот так выглядит у нас сбоку. Как будто немножко провисает. Может быть, дам через... то есть между ними еще по одному саморезу такому. Дело в том, что эти саморезы не крашеные. Этих покрасили ребята, но у меня нету баллончика с собой. Но это такие, они особенно специальные, 16 миллиметров. И здесь по одному еще дам потом между ними. Сейчас надо создать типа соединение вот этого маленького листа, чтобы он зашел вовнутрь вот в этот длинный лист. И надо резать, короче, края, зауживать, чтобы потом присунуть вот этот маленький узкий лист вовнутрь. Ну все, типа того. Собираю инструмент и еду к следующему клиенту. Следующий, последний на сегодня, надеюсь. Короче, доехал я уже до следующего клиента. Здесь надо будет засиликонировать некоторые места. Сейчас возьму силикон, эти салфетки влажные и мыльную воду. Короче, здесь труба треснула. Короче, клиент хочет, чтобы я там засиликонировал. А здесь как бы и так герметично.
Но он начинает мне втирать, что типа якобы здесь, если попадет вода, она будет течь вниз. И потом она пойдет вовнутрь. Это здесь где-то на 5 сантиметров выше, чем сама терраса. Но он, короче, ему хочется, чтобы кто-то там засиликонировал. Он сам этого не хочет сделать. И поэтому попросил нас. Но мне все равно, как мне платится за час. И сейчас в этом углу типа вода, короче, капает вот здесь. Дело в том, что вот эта штука, она соединена в этом. Здесь, короче, прикручен такой металлический профиль, и она заходит вовнутрь. Скорее всего, вода проходит через внешнюю сторону. Вот отсюда. Короче, закончил я и здесь. Я немножко предвзято относился или так среагировал на клиента. Он как бы сам вьетнамец и не так хорошо говорит по-норвежски, как бы я тоже не идеал, но он начал говорить все это, что типа там проблема. И у меня это как-то, не знаю, раздражение пошло у меня такое, но ничего. В итоге я просто посмотрел, что да и как-то вошел с ним в разговор. Он начал рассказывать о жизни, о семье, короче, и как он помогает здесь и своим детям и так далее. В итоге уже там засиликонировал, как вы можете увидеть просто некоторые видео. И все, уже еду домой, потому что уже время нерабочее. Всем пока!